доходит даже дело до абсурда. Можно бывает встретить пьяного военного ночью в трусах, но с 2 гранатами в руках. И когда задаешь вопрос, что же ты делаешь, он отвечает: мне страшно. На начальном этапе также много было конфликтов, когда пьяные военные в ресторанах, кафе стреляли. Взрывной точкой также в 2015 году послужило то, что пьяные военные вооруженных сил Украины раздавили 8-летнюю девочку на тяжелой гусеничной технике. В городе начался бунт, и буквально за несколько часов собрались огромное количество людей. Начали сбивать военных, громить военную технику. Все это переросло в погромы казарм, сожжение техники. В итоге полиции и военным был отдан приказ стрелять на поражение. Тогда Киев понял, что это взрывной регион, и достаточно зажечь одну спичку, и все взорвется. До этого считалось, что это маленькие аполитичные города. В результате этого городского бунта пропало порядка 100 человек. Что с ними, где они вернулись или нет, нам до сих пор неизвестно. Я был одним из тех людей, который был тоже похищен. Основание послужило то, что мой репортаж был одним из первых, и мои материалы облетели полмира. Также местные националисты на меня конкретно указали пальцем, как на организатора всего этого бунта. Утром, когда я вышел на работу, мне быстренько надели мешок на голову, одели наручник, бросили в машину и увезли. На тот момент я понимал, куда меня везут, это был город Краматорск, но дальше я уже дорогу потерял. Все эти люди были в военной форме, с оружием и в балаклавах, в масках. Сразу же начали меня обвинять в том, что я устроил беспорядки, в том, что я коммунист. Спрашивали, кому из, в первую очередь, российских СМИ я передавал информацию и зарубежным. Также меня обвиняли в сепаратизме, терроризме и связях с Донецком. У меня отобрали ноутбук, фотокамеру и 2 моих мобильных телефона. Изначально меня со скотчем на руках и на глазах бросили в сырой подвал. Продержали меня там несколько часов и перевели уже в какое-то заброшенное общежитие на последний этаж. Потребовали от меня передать все права доступа от моих сайтов и страниц в социальных сетях. Проверяли полностью все, мои звонки, мои переписки, и остальные связи. Продолжались постоянно обвинения, причем постоянно приходили разные люди, и с каждым разом обвинений звучало все больше и больше. Также они интересовались, кто еще имеет доступ к моим сайтам, к моим ресурсам, потому что уже когда они не могли получить к некоторым страницам доступ, пришли с моим ноутбуком, и я увидел, что на моих же страницах много информации о моем похищении, о моем исчезновении. Они при мне эту информацию удаляли, но она мгновенно появлялась заново. Сообщить моей будущей жене, которая была в нашей месяце беременности в тот момент, они категорически отказывались. Но когда на 3-е сутки о моем исчезновении как коммуниста, журналиста и жителя города узнал весь мир, они вынуждены были меня отпустить. К этому моменту уже завели уголовное дело по статье «Умышленное убийство». То есть меня искали как труп. Еще когда они требовали доступ к моим ресурсам, главным аргументом было то, что я же все-таки хочу жениться, и чтобы у меня не были переломаны руки и ноги, лучше с ними сотрудничать. К моему удивлению,
Меня очень мало допрашивали. Я связываю это с тем, что им досталась моя компьютерная техника, и они получили вдоволь той информации, в которой нуждались. Когда они меня вернули в город, они настойчиво потребовали, чтобы из полиции было забрано заявление о моем исчезновении. Но мы этого не сделали, и вместе со своими партийными адвокатами мы переквалифицировали статью на умышленное похищение. За прошедших 2,5 года ни разу следователь меня не вызывал. То есть все прекрасно понимают, что это была служба безопасности Украины, и, естественно, никто расследовать это преступление не собирается. За полгода до этого также похитили нашего депутата-коммуниста местного совета, ему было 55 лет, и сайт СБУ написал, что его арестовали за то, что он пытался цианистым калием отравить водозаборные системы города. Его забирали дома, ему вырезали железную дверь, забрали, похитили его и полностью ограбили квартиру.